Господин президент, большое спасибо за выступление. Выступление было очень насыщенное. Я думаю, мы еще поговорим об экономике. Но мне кажется, что сейчас будет приемлемо задать вам несколько вопросов об Украине. На Украине на этих выходных состоятся президентские выборы. Очень много было сказано, написано относительно вашей позиции по Украине. Но, будем честны, большую часть говорили и писали не вы сами, а те люди, которые говорили и писали эти статьи, говорили, что вами движет ностальгия по прошлому. Президент Обама сказал, что вы оказались не на той стороне истории. Авторы этих статей и высказываний утверждали, что вы возрождаете прошлое, хотите создать буферную зону между Россией, НАТО и ЕС. Хочу спросить, чем вы руководствовались, что двигало вами в ходе этого кризиса? Я больше был настроен на обсуждение экономических вопросов, но если вам так хочется, давайте поговорим и по этой проблеме. Смотрите, что произошло. Вот маленький такой генезис произошедших событий. Украина должна была подписать договор об ассоциации с Евросоюзом. И мы абсолютно современным, дипломатическим способом доказывали, что предложенный документ не соответствует как минимум нашим российским интересам, имея в виду тесную кооперацию с экономикой Украины. У нас только, понимаете, только в области оборонной промышленности на нас работает 245 предприятий Украины. Ну, представим себе, что завтра, что мы не будем брать продукцию, что будет с предприятиями? Большинство из них просто встанет. Вы же не будете закупать авиационные двигатели для Ми-8. Их просто нет на Западе. Или не будете закупать двигатели для судов. Они не применяются в западной промышленности. Да и пробиться на этот рынок практически невозможно, уж мы-то с вами знаем. Значит, там много других составляющих, я не буду время занимать. И мы доказывали с цифрами в руках, что вот этот документ нанесет просто большой вред. Мы предлагали, я хочу это подчеркнуть, хочу, чтобы вы меня услышали, абсолютно цивилизованным способом провести с нами дискуссию хотя бы по этим вопросам. Найти решение. Что нам ответили? Что нас это не касается. Вы меня извините, не хочу никого обижать, но такого снобизма я давно не видел. Нас с нами просто не стали разговаривать. Сказали, не ваше дело. Ну хорошо, если это не наше дело, значит, мы доказывали и украинским партнерам, чтобы они посмотрели на результаты. Президент Янукович принял решение отложить подписание, провести дополнительные переговоры. Что последовало за этим? Государственный переворот. Ну, как бы там ни называть, революция, не революция, это госпереворот с использованием силы, боевиков. Кто здесь на чьей стороне? Кто пользуется какими инструментами прошлого либо будущего? Надо к государственным институтам нарождающихся государств, к конституциям относиться в высшей степени аккуратно, потому что иначе хаос. И вот мы его сейчас наблюдаем на Украине. Уже началась гражданская война и хаос. Кому это, зачем это надо было делать? Если Янукович и так совсем согласился. Надо было пойти на выборы, и те же люди пришли бы сейчас к власти только легальным путем. Мы, как идиоты, платили бы 15 миллиардов, которые обещали, держали бы низкие цены на газ, дальше продолжали бы субсидировать экономику. И давайте прямо, вот здесь же все взрослые люди, правильно? Умные, грамотные люди. Запад поддержал государственный переворот антиконституционный. Но поддержали ведь, правильно? И не только пирожками пресловутыми, но и информационным сопровождением, политическим, да каким угодно. Зачем? Ну ладно. И вы считаете, что мы в этом виноваты? Мы предлагали диалог, нам отказали в нем. Значит, что дальше? Ну вот когда я был в последний раз в Брюсселе, мы договорились, что мы все-таки продолжим этот диалог. Это было еще до вот этого госпереворота. Вот сейчас господин Улюкаев вот напротив сидит. Уважаемый человек, по-английски сносно говорит. Значит, да, человек с абсолютно рыночными мозгами,
один из лучших наших специалистов в области экономики. Поехал для проведения консультаций. Но спросите у него в кулуарах. Сейчас я не буду говорить, но никаких консультаций, только лозунги. Опять ничего. Что дальше? Вот смотрите, госпереворот совершили, с нами разговаривать не хотят, у нас какие мысли? Следующий шаг – Украина в НАТО. Нас никогда об этом не спрашивают. И диалог с нами, практика последних 2 десятилетий показывает. Никакого диалога. Говорят, не ваше дело, вас не касается. Мы говорим, приближается инфраструктура военная к нашим границам. Не беспокойтесь, это не против вас. Значит, завтра Украина может оказаться в НАТО, а послезавтра там уже могут быть размещены элементы противоракетной обороны США. С нами по этой теме тоже никогда никто не разговаривает. Говорят, не против вас, и вас не касается. Опять. Понимаете, мы уже устали от такой формы ведения дискуссии. Никакой дискуссии. Вы понимаете, что у нас возникают озабоченности, связанные и с экономическими вопросами, и с вопросами безопасности. Что нам делать? Значит, люди на юго-востоке Украины, в том числе в Крыму, были напуганы таким развитием событий. И граждане, проживающие в Крыму, выразили желание провести референдум по поводу возможного присоединения к России от Украины. Значит, что мы сделали? Мы только обеспечили свободу волеизъявления. И я вам гарантирую, и сейчас я думаю, что вы со мной согласитесь, и подавляющее большинство людей в этом зале согласится, да и в мире-то люди понимают, что происходит. Дураков-то нету на самом деле. Если бы мы этого не сделали в Крыму было бы хуже, чем в Одессе, где людей заживо сжигают. И никакого объяснения, там, осуждения никто не формулирует по-настоящему. До сих пор непонятно даже, кто это сделал. Значит, я имею в виду одесскую трагедию. Значит, вот теперь вы мне скажите, кто действует по-старому, а кто действует, исходя из складывающихся реалий сегодняшнего дня? Господин президент, все мы были удивлены тем, как быстро разрушились отношения между старыми друзьями по мере развития кризиса. Сейчас время проявить лидерские качества. Может быть, вы могли бы что-то сказать на данном этапе, каким-то образом ободрить сторонников России на Украине, призвать их снизить уровень напряженности, насилия, призвать их снова начать демократический процесс, с тем, чтобы когда-то ситуация успокоилась. Мы считаем, всегда считали и сейчас считаем, и мое это глубокое убеждение заключается в том, что любые столкновения, мы много раз об этом говорим, об этом, и формулу эту повторяем, любые столкновения все равно заканчиваются переговорами. И чем раньше они начнутся, тем лучше. И поэтому мы всегда подталкивали противоборствующие стороны к началу прямых контактов. Вот первые контакты, в том числе при нашем непосредственном участии, они состоялись. К сожалению, ситуация усугубляется тем, что киевские власти продолжают проводить карательную операцию на Юго-Востоке. Ведь не останавливаются же боевые действия. Но посмотрите, уже применяют артиллерию, бронетехнику, танки. Эти снаряды попадают в жилые дома, гибнут уже мирные люди совсем, даже без оружия в руках. Но, конечно, мы очень рассчитываем на то, что эти прямые контакты, которые начались, приведут к каким-то положительным результатам. Вот я на это очень рассчитываю. Но, конечно, безусловным, без всяких сомнений, условием для того, чтобы можно было достичь такого результата, является прекращение насилия, от кого бы оно ни исходило. Вы сказали, что все мы взрослые люди, поэтому давайте говорить как взрослые. Президент Обама, как вы знаете, обвинил вас в неискренности. В том, что вы поддерживаете... Он судья, что ли, чтобы обвинять кого-то? Он же не судья. Он пускай идет тогда в судебную систему, и там работает. Я думаю, что вы не точно все-таки сформулировали
не думаю, что Барак меня в чем-то обвиняет. У него есть своя точка зрения на какие-то процессы, у меня есть своя точка зрения. Ну так что конкретно вас заинтересовало в его позиции? President Putin, you appear to now accept that the election will take place. Похоже, во всяком случае, по письменным источникам, у меня сложилось впечатление, что вы согласны с тем, что на этих выходных состоятся выборы. Ну, вы понимаете, кто все это пишет, не вполне понятно. Но просто для нашей аудитории хочу спросить. Вы признаете легитимность выборов, которые состоятся на Украине? Ну, пристал, а? Сложный человек. Где вы его нашли? Он не мучил. Значит, вы знаете, мы же понимаем и видим, что люди на Украине хотят, в конце концов, чтобы страна вышла из этого затянувшегося кризиса. И без всяких сомнений мы с уважением отнесемся к выбору украинского народа. Будем, конечно, смотреть, что происходит. Вот, вы знаете, гораздо умнее было бы сделать то, о чем когда-то президент Янукович 21 февраля и оппозиция договорились в Киеве. Они о чем договорились? Провести референдум, принять новую конституцию и на основе этой новой конституции сформировать органы власти и управления, в том числе избрать парламент и президента. Вот сегодня будут проходить выборы президента Украины. Но в курсе вы или нет, строго говоря, по действующей конституции нельзя избирать. Потому что есть президент Янукович, который не отстранен конституционным способом от власти. Там всего 4 способа отстранения. Смерть, и я так полагаю, что его хотели, конечно, уничтожить. А второе – болезнь, которая не дает возможности исполнять обязанности. Третье – импичмент. Импичмент не был проведен в соответствии с Конституцией. И четвертое – личная отставка, причем эту личную отставку президент должен представить лично ее в парламент. Ничего этого сделано не было. И, строго говоря, по Конституции он действующий президент. Но зачем самим себе создавать новые проблемы, которые наводят на мысль о нелегитимности будущих выборов? Не легче ли было провести референдум, обеспечить права людей на востоке и юге страны, сказать им о том, как будут гарантированы эти права, все это прописать в Конституции, провести выборы и чувствовать себя уверенно и спокойно, получив общенациональный мандат на управление страной. Но, значит, те, кто сегодня контролирует власть в Киеве, пошли по другому пути. Я хочу подчеркнуть, мы тоже хотим, чтобы в конце концов наступило хоть какое-то успокоение. И мы с уважением отнесемся к выбору украинского народа. Господин Порошенко сейчас является ведущим кандидатом. Он сообщил CNBC, что он будет готов сотрудничать с Россией в случае победы на выборах. А вы готовы с ним иметь дело, несмотря на то, что он выступает за более тесное сотрудничество с Европой? Где деньги? Пусть деньги вернут. Мы же на бизнес-форум приехали, правильно? Давайте говорить конкретными категориями. 3,5 миллиардов они нам должны. Пусть вернут деньги. Для начала разговора, так, чтобы создать благоприятные условия. Простите, господин президент, я еще один сделаю заход перед тем, как перейти к следующему вопросу. Я не совсем понял, вы будете готовы признать победителя на выборах и работать с ним? Я же сказал, что мы уже без всяких шуток, без иронии, мы хотим, чтобы в конце концов на Украине наступил мир, спокойствие, созданы были условия для вывода страны из кризиса. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас на наших западных рубежах, безусловно, я без иронии говорю, в братской для нас стране, Украине, наступил мир, порядок и спокойствие. И, конечно, мы и сегодня работаем с теми людьми, которые власть контролируют. Ну а после выборов, конечно, будем работать и с вновь избранными структурами.
Ну, знаете, вот чтобы было понятно, я надеюсь, что когда выборы пройдут, будут приостановлены немедленно и всякие боевые действия. Диалог начнется с людьми. Ну как мы вот, представьте себе, как мы будем разговаривать, встречаться, мирно беседовать, а там танки обстреливают гражданское население. Ну они должны хоть что-то сделать в этом направлении. Или журналистов вот хватают. Схватили наших журналистов, держат там уже, значит, в застенках гестапо уже третий день. Непонятно, что с ними происходит, доступа к ним никакого нет. Ну что это за такие условия проведения выборов там? Ну это же, ну, мы понимаем, что это не соответствует каким-то стандартам современным. Но бог с ним, пускай хоть так проведут. Господин президент, давайте перейдем к реакции международного сообщества. В 2009 году нас всех очень вдохновила перезагрузка отношений между Россией и США. Однако сейчас, похоже, перезагрузка провалилась. Что же пошло не так? Ну, вы знаете, это результат односторонних действий. Вот есть союзники Соединенных Штатов, с которыми можно действовать по правилу «кто не с нами, тот против нас». Можно сначала совершать какие-то действия, а потом подгонять все под это действие, создавать коалицию. Но Россия так не работает. Нужно договариваться заранее, следовать нормам международного права, учесть интересы друг друга. И в этом случае мы всегда были и будем надежным партнером. So, given the level of hostility, at least, С учетом достаточно высокого уровня враждебности, во всяком случае, об этом говорят международные СМИ, есть какая-то надежда, что восстановятся отношения с президентом Обамой и его администрацией? Мы их не портили. Это, во-первых. Во-вторых, несмотря на такую острую риторику и разные диаметральные, может быть, диаметрально несовпадающие подходы к оценке острых ситуаций, тем не менее мы же сотрудничество продолжаем. Вот наши американские партнеры объявили о том, что они не будут с нами сотрудничать в военной области. Вот здорово. А где мы сотрудничали-то? Вот ну, проводили совместные там патрулирования в борьбе с пиратством. Ну так мы готовы дальше продолжить. Ну что, в наших услугах никто не нуждается? Нуждаются. Американцы заинтересованы в продолжении военного транзита в Афганистан. Они вот говорят о том, что военное сотрудничество мы приостанавливаем. Но они не приостанавливают транзита через нашу территорию военных грузов в Афганистан и назад. Потому что это им выгодно, им нужно. Но мы не отказываемся, кстати говоря. Мы вместе работаем по иранской ядерной программе. Вот я только что встречался с президентом Ирана в Пекине на полях известного международного мероприятия. Мы говорили о возможности дальнейших действий совместных, в том числе с подключением Ирана, но с учетом американской позиции, разумеется, по иранской ядерной проблеме. Очень острый, неурегулированный до сих пор является, у нас здесь разные точки зрения, в данном случае по Сирии, но все-таки мы сотрудничаем, надеемся, что и здесь будут найдены какие-то точки соприкосновения. Никто не отменял, я сейчас вот говорил в своем выступлении, общей повестки дня по борьбе с терроризмом. Мы продолжаем работать и здесь. То есть у нас много совпадающих точек, которые представляют интерес для сотрудничества и для Соединенных Штатов, и для России. Мы самоизоляцией заниматься не собираемся. Но насильно мил не будешь, как у нас в народе говорят. Но все-таки надеемся, что здравый смысл и осознание собственных национальных интересов будут подталкивать всех наших партнеров и в Европе, и в Соединенных Штатах к продолжению сотрудничества с Российской Федерацией. Я, позвольте, задам еще один вопрос по этой ситуации с Вашингтоном. Президент Обама неправильно понял глубину чувств в России об Украине и о ситуации там? Или взаимоотношения уже разваливались из-за, например, Сноудена? Вы знаете, ну,
Что касается господина Сноудена, я уже много раз говорил, мы не имеем к этой проблеме, ну, как бы прямого отношения. Вот он оказался на нашей территории. И я считаю, что из-за непрофессиональных действий самих американцев, которые его пытались поймать. Я же тоже в спецслужбах когда-то работал. Зачем они напугали весь мир? Если они уже с самолета сажали принудительно с президентами на борту, то с господином Сноуденом на борту они могли посадить в любом месте. Они напугали все страны. Он прибыл в нашу транзитную зону. Дальше выяснилось, что его никто не принимает. Понимаете, в чем проблема? Если бы они бы не пугали никого, американские спецслужбы, он бы благополучно поднялся, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он давно сидел бы уже в Зиндане, там, парился в тюрьме. Значит, а они всех напугали. Значит, он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Да. Ну, а что касается... На самом деле, вот и у вас реакция такая, ну, спасибо вам за эту реакцию, но на самом деле это правда, это не ирония никакая. Господин Сноуден считает себя борцом за права человека. Он так выстроил свою жизнь. Я даже не знаю, вот он же молодой парень, да, как он дальше будет жить? Вот я говорю без всяких шуток, без иронии, без всякой. Как он будет жить дальше? Ну вот он у нас сидит пока, дальше что? Но он выбрал сам свою судьбу, понимаете? Мы предоставили ему только убежище, и все. Он никакой не агент наш, он нам секретов никаких не выдал. Разбойник. Мог бы что-нибудь рассказать на самом деле. Все-таки ему бы убежище предоставили. Но он ничего не говорит. Он выдает только по каким-то только ему известным каналам, там, когда посчитает нужным что-то опубликовать. Вот и все. Значит, что касается Украины, я думаю, знаете, в чем проблема? Что для нас это жизненно важно. А в Америке вопросы по Украине решались на техническом уровне. А я лично занимался всей этой проблемой. И все, вот многие, кто в зале сидел, сами лично, первые лица занимались. Потому что для нас это жизненно важно. Для Америки, наверное, не так. Но вообще общее все-таки, что общий стиль все-таки должен быть такой, чтобы у нас наладился прямой доверительный диалог с учетом интересов друг друга. Вот я же не случайно сказал, это же вы же знаете это все. Вот специалисты, которые следят за развитием международных отношений, знают. Это же каждый день в прессе. Мы постоянно высказывали озабоченность по поводу расширения НАТО на восток. Но с нами же никто не считался. Ну, просто говорят, это право любого народа выбрать способ обеспечения своей безопасности. Ну, конечно, право народа. А почему нас лишают тогда права оценить те или другие действия с точки зрения нашей безопасности? Ведь много способов обеспечения безопасности. Ну, скажем, можно просто, Соединенные Штаты могли заключить двусторонний договор о дружбе и взаимопомощи, в том числе военной. В чем качественная разница вот такого договора и вступления в страны в НАТО? Да никакой разницы, по большому счету, нет. Но единственное, что можно заставлять страны-члены Альянса там деньги вкладывать в общий военный бюджет, но они все равно не вкладывают. Знаете, да, что уровень трат стран Альянса гораздо меньше, чем в самих Соединенных Штатах. Штаты все время поддавливают, но это не очень получается. Вот. А по ПРО то же самое происходит. Нам все время говорят, вот это не против вас. Президент Медведев, который очень много сделал для выстраивания отношений с Соединенными Штатами, его же инициатива была. Он сказал, ну давайте хотя бы бумажку, никчемную на самом деле, бумажку юридическую подпишем, что это не против нас. На бумажке просто скажите, напишите то, что вы говорите устно. Нет, напрочь отказались. Ну, слушайте, какой же это диалог? Так общие слова. Вот если мы все-таки найдем в себе силы, разговаривать друг с другом откровенно, по-честному и учитывать законные интересы друг друга, то качество отношений, конечно, изменится в лучшую сторону. Но я оптимист, я не теряю, в общем, уверенности в том, что сейчас вот ситуация там
в Украине так или иначе когда-то успокоится, и мы найдем в себе силы для того, чтобы нормализовать отношения. Господин президент, я хочу перейти к экономике и немного поговорить о условиях для бизнеса в России, о том, как некоторые санкции, которые были наложены Западом, возможно, имеют какое-то воздействие. Может быть, мы обратимся к экспертам, которые работают с российскими компаниями, инвестируют в них. Я хочу, чтобы они тоже поучаствовали и задавали вам вопросы о том, как им работается в России. В прошлом году Ангела Меркель сидела здесь, на этой сцене вместе с вами. И в конечном счете санкции все-таки были наложены. Сейчас многие компании думают, как они получат финансирование, как это повлияет на предоставление кредитов иностранными банками. Я хочу очень короткий вопрос вам задать. Каковы ваши мнения о том, как на экономику непосредственно повлияли санкции? Вы знаете, я дал свое видение того, что происходило на Украине. Я считаю, что все, что там произошло, в значительной степени ответственность за это лежит на наших европейских и американских партнерах. Они поддержали этот госпереворот и погрузили страну в хаос. А теперь хотят на нас переложить ответственность, чтобы мы за них убирали там то, что они нагадили, понимаете? Значит, на это и санкции рассчитаны. Но пока все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то близких мне людей, моих друзей, и их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, уконтропупить как следует. То есть наказать их непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд, потому что они не имеют отношения, значит, к событиям на Украине, в Крыму, и выбрали как специально 2 евреев и 1 хохла, понимаете? Ну, как издеваются все равно. Значит, ну да, это мои друзья. Вы знаете, я горжусь, что у меня есть такие друзья. Они абсолютно патриотично настроенные люди. И их бизнес ориентирован на нашу страну. Нанесли эти санкции им ущерб или нет? Нанесли. Надо прямо сказать. Да, нанесли. Ну, они тоже предприниматели с известным опытом. Еще до введения санкций они все свои деньги вывели в Россию. Так что, знаете, за них особенно не переживайте. Но в целом они все равно, их бизнес понес определенный ущерб. Я считаю, что это несправедливо и незаконно, что самое главное. Ведь санкции могут накладываться на страну по решениям Совета Безопасности ООН. Никакого решения Совета Безопасности ООН нет. И в этом смысле эти санкции абсолютно незаконны. И, конечно, ухудшают наши межгосударственные отношения. Нам говорят вот о каком-то там еще 3-м, может быть, пакете санкций. У меня возникает вопрос, а в связи с чем? Вот, ну хорошо, что-то не понравилось нашим партнерам в определенной стадии развития кризиса, в том числе связанной с Крымом. Санкции приняты. Теперь нам пытаются вменить в вину еще что-то. И говорят, будет 2-й пакет, 3-й пакет. Вот я не очень понимаю, а в связи с чем? Вот совсем недавно в Таиланде было землетрясение с человеческими жертвами. Может быть, мы тоже в этом виноваты? Но на Украине разгорается гражданская война. Ну а мы-то здесь при чем? Вы понимаете, вот эта попытка, что называется, с негодными средствами, ну, и она, конечно, дестабилизирует ситуацию в наших отношениях и в экономике с Соединенными Штатами и с Европой. Но с Соединенными Штатами у нас общий объем товарооборота 27,8 что ли, миллиарда долларов всего, а с Европой 440 миллиардов долларов. Разница колоссальная, как мы видим. И настаивая на примене санкций в отношении России,
у меня такое впечатление, даже подозрение, что, может быть, наши американские друзья, они изощренные ребята, так, они, может быть, хотят даже получить определенные конкурентные преимущества в своих торгово-экономических связях с Европой. Но других побудительных мотивов, таких серьезных, глубоких, я просто не чувствую, не понимаю. Но рассчитываю, что здравый смысл возобладает, и никакого ущерба нашим торгово-экономическим связям нанесено не будет. А мы со своей стороны все уже исполняем. Значит, вот если поговорить о том, какой реальный ущерб, есть он или нет, он есть все-таки. Для экономики в целом, в чем он заключается? Ну, допустим, доступ к ресурсам ухудшился для наших компаний. Еще какие-то такие системные вещи. Но пока это все не имеет такого серьезного, системного, негативного влияния на нашу экономику, надеюсь, что этого не произойдет. If I could ask our panelists. Позвольте мне, экспертам, попросить присоединиться к нашей дискуссии. Давайте мы начнем с вас, с вашей точки зрения. Вы ведете инвестиционный бизнес, по сути дела. Какие стоят вызовы при выходе на российский рынок? Не в краткосрочном перспективе в связи с санкциями, но, может быть, речь идет и о структурных проблемах более долгосрочного характера. Я хочу поблагодарить президента Путина за приглашение. Мне очень приятно находиться здесь. Спасибо за организацию этого форума. Очень здорово быть в Петербурге в мае. Россия очень важный рынок. Для нас это рынок, который является очень многообещающим. Мы рассматриваем рынки во всем мире, мы рассматриваем регионы, страны, куда мы могли бы инвестировать в течение долгого времени. Мы сосредоточены на России сейчас. Почему? Потому что мы создали партнерство здесь через фонд прямых инвестиций. Мы во всех странах пытаемся найти партнеров, которые подходят, соответствуют нашим взглядам о том, как вести бизнес, как инвестировать. Мы нашли фонд прямых инвестиций, нашли организацию, которая хорошо управляется, в которой хорошая команда, наблюдательный совет, конституционный совет, у них очень высокий уровень профессионализма. Мы нашли целый ряд партнеров от Китая до Кореи, до Японии, до Ближнего Востока, которые делят с нами один и тот же набор ценностей. И мы считаем, что есть возможности в России для развития. Мы вместе вкладываем доллар к доллару. Это очень важно для такого учреждения, как мы. Мы рассматриваем наши инвестиции с точки зрения взвешенной по риску. Мы считаем, что необходимо обеспечить защиту всех инвестиций, которые мы делаем, и я думаю, что наше партнерство с фондом прямых инвестиций – это очень хорошая для нас перспектива. Позвольте мне вмешаться в эту дискуссию. Вы с 1959 года в России. Мы видим, что вы часто в результате санкций сейчас уменьшаете объем ликвидности. В какой степени это мешает вам расширять ваши операции, может быть, продавать ваши активы? Спасибо. Я хочу поблагодарить президента Путина за то, что он пригласил меня. Очень приятно находиться в Санкт-Петербурге. Я был 18 лет назад на самом первом форуме. И очень приятно видеть, что этот форум стал глобальной платформой для обсуждения поистине глобальных вопросов. Что касается нашего бизнеса, да, мы работаем здесь с 1959 года. Мой отец направил сюда жить и работать в 90-м году. У меня здесь очень много друзей. Я чувствую себя отчасти русским. У нас есть бизнес здесь. Мы в разных секторах работали. Сейчас мы занимаемся горнодобывающим
сектором. Мы занимаемся добычей золота под Читой. Сейчас, конечно, рынки сжимаются, но финансы, которые поступали из разных источников во всем мире, они стали, так сказать, более проблематичными из-за того, что люди из-за санкций в том числе чувствуют большую нервозность. Но здесь есть и Сбербанк, ВТБ и ВЭБ, которые были созданы за последние 15 лет. Мы, я думаю, сможем найти решение внутри страны, чтобы продолжать развивать свой бизнес и находить финансирование для этого. Фредерик, ваша компания эффективно вкладывалась в телеком в России. Вы в России много лет работаете. Ваша компания имеет долгий опыт работы на этом рынке. Но опять-таки я хочу поднять вопрос вам. Если бы вы сейчас бы вкладывали деньги в Россию, как иностранный бизнесмен, вот угроза санкций, она бы как-то вас сдерживала? Или вас сдерживало бы что-то другое, например, бегство капиталов из страны? Или вы были бы совершенно довольны вкладывать в Россию сейчас? Спасибо большое за возможность выступить. Спасибо господину президенту за очень такую откровенную речь. Теленор имеет долгие отношения с Россией. Мы являемся соседями географически. Поэтому совершенно естественно, когда мы начали работать здесь в 90-м году, это было естественно. В 90-м году мы сделали первые свои инвестиции. Сейчас нам принадлежит треть, немножко больше Вимпелкома. За эти 20 лет экономика развивалась очень значительно, тут нет никаких сомнений. Без этого опыта сейчас сделали бы мы это сегодня, потому что мы соседи, или нет, или же нет из-за тех проблем, о которых вы сказали, которые хорошо были описаны моими коллегами. Я думаю, что ситуация сейчас для новичков сложнее. Мы здесь давно работаем, много лет, и мы понимаем, как нам развиваться дальше. И мой вопрос будет и к президенту Путину о том, что он говорил, как вернуть экономику на пути роста, как можно технологию для этого использовать. Цифровая технология сейчас развивается взрывными темпами. Там есть много вопросов, но и потенциал огромный для повышения, скажем, производительности в экономике. Это было бы очень интересно выслушать. Также было бы интересно понять, что, конечно, ситуация на Украине требует решения на основе диалога, и платформа для этого диалога должна быть создана как можно скорее, для того, чтобы мы могли с оптимизмом смотреть вперед. Господин президент, я вернусь к вам. Я хочу, чтобы Патрик немного сказал об инфраструктуре. Вы говорили много раз в вашем выступлении об инфраструктуре. Патрик Крониклс из Алстер, он занимается тяжелым машиностроением. Спасибо большое за то, что вы пригласили меня в качестве партнера. Я являюсь регулярным участником форума. И я считаю, что это очень платформа. Да, наша компания занимается инфраструктурой. Мы занимаемся производством электроэнергии, линиями электропередач. Мы занимаемся в России локализацией. У нас есть партнеры, прекрасные партнеры в этой стране. И я считаю, что для меня это ключевой элемент. Это рост экономики. Сейчас мы видим замедление в росте экономики характерно не только для России. В этом контексте, как правило, инвестиции подвергаются уменьшению. В вашем выступлении вы упомянули ряд крупных проектов, и я хотел бы услышать ваше мнение о том,
какая будет политика в отношении инфраструктуры в целом, по отношению к тяжелой промышленности, по отношению к экономическим участникам деятельности. Я бы хотел услышать ваше мнение, несмотря на то, что бюджеты сужаются. Я хочу эти два вопроса свести воедино и попросить, господин президент, вашего комментария. Я уже меры перечислял, я бы сейчас не стал бы к ним возвращаться. Я хочу сказать вот о чем. О том, что перед нами несколько проблем, две из них как минимум являются очень серьезными. Это обеспечение темпов экономического роста и изменение структуры экономики. И о том, и о другом мы постоянно говорим на экспертном уровне. Понятно, и мы тоже уже много раз об этом сказали и признали это, обеспечить необходимый темп роста экономики путем увеличения, скажем, даже если мы пойдем на это, скажем, того же только углеводородного сырья, этого уже недостаточно, потому что потребителей нет. Вот у нас, допустим, «Газпром» 400,5 миллиардов кубических метров газа произвел, да, Леш? Но 460, хорошо. Вот. А может 660. Вполне может провести 660. Значит, но обеспечить необходимые темпы роста вот только вот таким образом уже невозможно, потому что мы не можем, так как это делали в начале 2000-х годов, постоянно наращивать соответствующий темп. У нас цена вышла на известную полку, там, условно, там $108-109 за баррель. Но это все стоит, и все это хорошо держится на таком уровне, но мы не можем обеспечить темпы роста за счет увеличения продаж. Поэтому нам нужны структурные изменения. Мы это прекрасно понимаем. Но вот все, что я сегодня говорил, и все те 8-9 пунктов, которые я перечислил, направлены как раз вот на то, чтобы обеспечить эти структурные изменения. Я сейчас просто, наверное, нет необходимости повторять, вот, можно вернуться к этому, но мы для того, чтобы быть постоянно на острие вот этих проблем, мы создали очень хороший диалог с нашим бизнес-сообществом. Мы не просто с ними встречаемся, чтобы чаю попить, но вот и прежний состав правительства, и действующий состав правительства наработал механизмы постоянных контактов, при которых представители бизнес-сообщества принимают прямое участие в подготовке решений и на уровне законов, и на уровне подзаконных актов. Вот это предпринимательская инициатива, о которой я говорил, по сути, это набор мер по разбюрокративанию экономики, по принятию более эффективных и более взвешенных решений в сфере экономики, по подготовке кадров. Тоже это наша совместная работа с бизнес-сообществом. Бизнес-структуры сейчас готовят нам предложения по поводу вот этого вопроса, связанного с квалификациями. Я тоже об этом говорил. Вот целый набор мер у нас направлен именно на это. Надеюсь, что они будут реализованы, в том числе и вместе с вами. Thank you very much for your answer. Большое спасибо за ваш ответ. Конечно, мы знаем, что вы только что вернулись из Шанхая. Вы подписали там значительный газовый контракт с китайским правительством. И поэтому сейчас я хотел бы попросить господина Ли Ванчаю, китайского вице-президента, который будет выступать, вице-премьера, который будет выступать. Пожалуйста, хочу вас попросить, подойдите к нам на сцену. Пожалуйста, вот справа от вас лестница, поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Естественно, многое, что произошло за 30 лет в ваших отношениях, я как понимаю, переговоры заняли целых 10 лет. Итак, большое спасибо. Большое вам спасибо. Прошу вас. Уважаемый президент Путин, дорогие участники форума, дамы и господа, с большим удовольствием побываю в красивой северной столице России участвовать в 18-м Петербургском международном экономическом форуме по поручению председателя КНР Си Цзиньпина от имени правительства Китая.
Горячо поздравляю с успешным проведением форума. В Китае высоко оценивают деятельность Петербургского экономического форума, ставшего важной площадкой дискуссий мировых элит по вопросам мировой экономики. Весьма очевидно, ключевая роль форума в укреплении взаимопонимания и содействии совместному развитию. То, что уважаемый президент Путин сделал блестящее выступление, вы прекрасно ответили на соответствующие вопросы, это произвели на нас глубокое впечатление. Китай высоко оценит деятельность этого форума. Современная мировая экономика переживает глубинное преобразование. Легкого и скорого восстановления мирового хозяйства не ожидается. В этом контексте большое актуальное значение имеет тема нынешнего форума «Доверие в эпоху преобразования». Я рад с этой высокой трибуны поделиться с вами некоторыми соображениями о том, как нам сообща противодействовать вызовам преобразования и как добиваться совместного развития. Первое. Укреплять доверие в духе открытости, развивать открытость в духе доверия. В условиях интенсивного развития экономической глобализации открытость – это путь, ведущий к процветанию и развитию. А доверие, в свою очередь, служит важной предпосылкой открытого сотрудничества. После Второй мировой войны динамичный рост 13 национальных экономик, имевший место на протяжении более 20 лет, объясняется в первую очередь их общим выбором внешней открытости. Как показывает жизнь, протекционизм – самое крупное препятствие на пути мирового восстановления. Велению времени отвечает инициатива председателя Си Цзиньпина о совместных международных усилиях по защите и развитию мировой экономики открытого типа. Пора нам всем, исходя из общих интересов мирового развития, открываться друг другу, сообща противодействовать протекционизму, углублять экономическую кооперацию с формированием единого глобального рынка и созданием свободной, открытой и справедливой среды для мировой экономики. Второе. Развивать инновации через реформу, продвигать реформу путем инноваций. 30-летние реформы в Китае показывают, что реформа – это источник энергии для инноваций, потому что она побуждает людей на творчество, на смелые поиски. Дополнительный импульс придают и новые требования выдвигают для реформы своевременной инновации, будь то новые идеи, подходы, новые науки, технологии или новые институты. После начала последнего международного финансового кризиса во многих ведущих экономиках реформа и преобразование не случайно используются как важная мера для осуществления экономического восстановления и процветания, а научно-технические инновации как прорывное направление повышения конкурентоспособности экономики. Несмотря на некоторые улучшения ситуации с мировым хозяйством, сохранять тренд реформы и инноваций для мировых экономик было и остается актуальным. Пора активизировать координацию макроэкономической политики, одновременно с углублением реформы у себя, продвигать реформирование системы глобального экономического управления в пользу создания нового экономического порядка, который является справедливым, рациональным, стабильным и цивилизованным, и который балансирует интересы всех стран. Третье. Добиваться общего выигрыша через сотрудничество, развивать сотрудничество в духе общего выигрыша. Перед глобальными вызовами сотрудничество – это непременный выбор всех стран мира. Конечной целью сотрудничества является общий выигрыш, потому что только так сотрудничество может стать долгосрочным и устойчивым. Сегодня мировая экономика настолько интегрирована, что успех либо неудача не может не сказываться на остальных. Отсюда видно, что мы связаны общими интересами, что нужно углублять взаимовыгодное сотрудничество с расчетом на далекое будущее, расширять точки соприкосновения и круг общих интересов. Китайские инициативы в формировании экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути в 21 веке
нацелена именно на то, чтобы сделать сотрудничество между странами вдоль двух путей еще масштабнее, еще шире, еще выше по уровню, в духе взаимной выгоды и общего выигрыша. Четвертое. Укреплять мир путем развития, оберегать развитие средством мира. Текущий год проходит под знаком столетия начала Первой мировой войны и 75-летия начала Второй мировой. История показала, что развитие — это фундамент мира, мир, в свою очередь, залог развития. Обеспечивать мир означает обеспечивать развитие и счастье народа. Развитие должно рассматриваться во всех странах мира как первоочередная национальная задача. Развитие мировой экономики должно происходить во взаимосвязанном, сбалансированном, инклюзивном и устойчивом русле. Нужно разработать новую концепцию безопасности на основе взаимодоверия, взаимной выгоды и равноправного взаимодействия, надлежащим образом регулировать разногласия, сообща создавать для мирного развития благоприятную обстановку. Как точно отметил президент Путин, экономическая кооперация Китая с Россией является важным фактором устойчивого и стабильного мирового роста. Несколько дней назад уважаемый президент Путин и председатель Си Цзиньпин на встрече в Шанхае, эта встреча была вполне успешно, достигли важных договоренностей о всестороннем расширении и углублении двустороннего сотрудничества в новых условиях. Подняв китайско-российское всеобъемлющее стратегическое взаимодействие и партнерство на совершенно новый уровень. Думаю, что обеим сторонам следует на направлениях, определенных главами государств, углублять стратегическое экономическое сотрудничество, продвигать китайско-российские отношения, равноправие, доверие, взаимной поддержка, совместное процветание и дружбы навеки. Это заслужило бы хорошую службу делу мира во всем мире. Дорогие друзья, Китай, как один из главных факторов реформы и роста мировой экономики, пошел на всестороннее углубление реформы с целью обеспечения устойчивого и здорового развития экономики. В 2013 году экономика Китая выросла на 7,7% и в первом квартале текущего года на 7,4%. Ситуация в целом стабильна, причем продолжает улучшаться. Реформа и развитие Китая создают шансы для всего мира. Высоко неся знамя мира, развития, сотрудничества и общего выигрыша, Китай, приверженный стратегии взаимовыгодной и общей выигрышной открытости, будет вместе со всеми странами отвечать на вызовы преобразования и добиваться процветания и развития мировой экономики. Благодарю за ваше внимание. Можно? Вы знаете, я бы хотел добавить к выступлению нашего коллеги. Знаете, я за время работы в должности президента и председателя правительства много подписал документов и много присутствовал при подписании многих документов, но вот я не припомню, говорю вам откровенно, не припомню даже в своей практике, чтобы вот в ходе одного визита было подписано такое, не просто такое количество документов, а именно документов с таким мощным наполнением. И действительно, я соглашусь с нашим китайским коллегой, который сказал, что даже при очень высоком уровне российско-китайских отношений, которые мы имели до сих пор, подписание этих документов, договоренностей, о которых мы
которые мы достигли в ходе этого визита, они действительно выводят наши отношения с Китаем на более высокий, более качественный уровень. Мы, безусловно, благодарны нашим китайским партнерам и председателю КНР господину Си Цзиньпиню за личный вклад в решение этих вопросов. Patrick, this again figures in your Еще раз, действительно, Патрик, энергетическая сделка в вашем регионе касается инфраструктуры, прежде всего. И Китай — такая экономика, которая, как мне позволит, наверное, сказать вице-президент, иногда вызывает вызовы в размещении капитала в ряде мест и в создании надлежащих возможностей для интернационального бизнеса, которые могли бы в этом участвовать. Могли бы вы сказать несколько слов со своей стороны? Как вы видите теперь отношения между Россией и Китаем? И, может быть, скажете о каких-то выгодах для международных бизнесменов? Ведь вы действуете в этом секторе. Ну что же, я попытаюсь говорить о тех вещах, которые я знаю. Мы не работаем в добыче, мы в Китае и в России работаем. Иногда легко вести бизнес, естественно. Иногда есть трудности, но все-таки всегда легче, когда вы не вовлечены в реальности сами. А когда вы там, вы видите, там есть и соперничество, есть реальные трудности. Я согласен с тем, что было сказано о протекционизме. Открытый рынок – это необходимая вещь, и мы ожидаем открытого рынка. В то же время мы ожидаем справедливого к себе отношения. Господин президент отметил, что при развитии инфраструктуры России компании приветствуются из-за рубежа с иностранным владением долей. Они могут, естественно, адаптироваться к усилиям. Мы готовы это делать на месте, в том числе и в России, и в Китае. И я думаю, что несмотря на более высокий уровень обязательств, который был взят на себя в ходе нынешнего прошедшего визита, все-таки мы увидим и для себя какие-то здесь возможности, господин президент. Я бы добавил, что, вы понимаете, те инфраструктурные наши планы и проекты, о развитии, необходимости развития инфраструктуры, вот мой коллега справа говорил, а я приводил цифры. Цифры-то неприличные, инвестиции там 16,5-10 миллиардов долларов. Конечно, будут востребованы и технологии, и опыт наших партнеров. И это хороший рынок для работы, для использования своих возможностей у нас. А что касается наших планов с Китайской Народной Республикой, ну, я уже не говорю про газ, а я называл цифры, да, самая большая, самая крупная стройка в мире будет, 55 миллиардов только со стороны «Газпрома», а это и строительство, повторяю, гелиевого завода, газохимия, значит, инфраструктура опять той же. Конечно, при таких масштабах наши партнеры обязательно найдут себе место для применения своих сил и капиталов и для получения прибыли. Вы уже много говорили в своем выступлении о возможностях, об участии в Азии. Я хотел бы немножко развить эту тему. Господа, очень быстро, потому что мы должны подводить итоги дискуссии. Давайте начнем сейчас, например, с того, что несколько, скажем, мыслей об Индии. Там новое правительство, возможности для Индии. А также, как идет речь и об Европе, о переменах там. Может быть, вы немножко прокомментируете эти события. Спасибо. Скажу сначала несколько слов о Китае. Это великая страна, это великая цивилизация прежде всего. И я полагаю, что рост экономики Китая – это нечто такое, что приветствует Индия со своей стороны. И я думаю, что Россия, Индия и Китай имеют общую судьбу в Азии. Однако, мне кажется, что, к сожалению, хотя у нас очень крепкие политические отношения между Индией и Россией, крепкие стратегические отношения между Индией и Россией, к сожалению, наши торговые, инвестиционные отношения не соответствуют этому уровню, тому, что должно быть. Вот отношения с Китаем 8 миллиардов долларов торговли, с Россией менее 10. Так не должно быть.
Нужно снова запустить этот механизм. И сейчас хорошая для этого есть возможность. Господин Моди, новый премьер-министр, прежде всего, получил подавляющее большинство голосов. 151 миллион голосовали за него, и еще 80 миллионов. И они просят перемен, быстрого экономического роста в нашей стране. 600 миллионов человек по-прежнему безграмотны в стране. Есть дефицит жилья, воды, масса проблем. 20 миллионов жителей, кажется, появляются. Так что 7 на России появляется. Нам нужна помощь, нам нужна поддержка, нам нужно интегрироваться глобально. И Россия может быть очень важным партнером в этой связке. Как этого достичь? Нужно реструктурировать, передумать все вопросы, связанные с эволюционным процессом. Революция не поможет. 10 до 20 миллиардов не поможешь, от 10 до 30 миллиардов, от 30 миллиардов до 100. Нужно идти таким путем на предстоящие 10 лет. Как это сделать? Здесь нужно сделать новый перезапуск отношений. Прошу извинить, несколько слов, может быть, и вы могли бы сказать. Давайте справа. Да, я очень кратко скажу. По Индии, я не специалист по Индии, честно, но $3 миллиона было заложено телекомом в Индии с нашей стороны. И это в увязке с Россией определенные взносы. И имеются большие ожидания в отношении возможности того, чтобы экономическую реформу провести в стране сейчас, в Индии, в том направлении, которое было только что упомянуто. Потенциал, конечно, астрономический, но нужно правильным путем пойти и создать правильные структуры для этого. Исторически шелковый путь всегда был тем маршрутом, который сближал нас с такими странами, как Китай и Индия. Сегодня, когда торговые партнеры развиваются, у нас они развиваются очень интенсивно и с Китаем, и с Индией. И, несомненно, мы хотели бы расширить и наши торговые связи с Россией. С точки зрения инвестиций, мы традиционно придерживаемся консервативных подходов. Мы рассматриваем те платформы и страны, в которых мы можем наблюдать как высокие темпы роста, так и стабильность. Мы тесно работаем с Китаем. Я надеюсь, что в этом году наши торговые отношения выйдут на новый объем. Я надеюсь, что темпы увеличения объема нашей торговли будет увеличиваться и в следующие 30-40 лет. Мы стремимся к сотрудничеству с Индией, Китаем и Россией. С Индией немного сложнее сотрудничать, поскольку инвестиционная среда там характеризуется достаточно сложными правилами, но мы надеемся, что в будущем нам удастся разрешить все сложные вопросы и добиться успеха. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что уже традиционно мы говорим о том, что мы оптимистичны и всегда говорим о будущем. И я хотел бы сказать о следующем, господин президент. Когда я посетил Москву в апреле, я встретился с господином Улюкаевым. Я, кроме того, встречался с некоторыми молодыми предпринимателями, молодыми российскими бизнесменами, которые были очень рады тем возможностям, которые открылись в последние 20 лет, возможностям участвовать в мировой торговле и мировой экономике. И то, что они наблюдали в мировой экономике, это было развитие взаимозависимости мира и взаимозависимости в торговле и в экономике на протяжении последних десятилетий. Поэтому я хотел бы спросить, как нам сделать так, чтобы не было нанесено никакого ущерба торговым отношениям российских предпринимателей, которые не так долго выстраивали с европейскими партнерами? Как нам поддержать эту позитивную динамику? Нужно вместе работать. Нужно вместе работать и повышать доверие. Собственно говоря, ради этого мы сегодня собрались. Основной лозунг нашего форума – это повышение доверия. А доверия можно добиться, повышения доверия можно добиться исключительно в рамках переговорных процессов с учетом, как я уже говорил, законных интересов друг друга. И Россия намерена действовать именно таким образом. Надеемся на ответную реакцию всех наших партнеров. Кроме того, молодые люди и молодые предприниматели, с которыми я общался, они очень надеются на
увеличение справедливости и эффективности законодательной системы. Они надеются, что использование средств массовой информации и социальных сетей также будет должным образом предусмотрено в этой законодательной системе. Как вы считаете, это хороший приоритет, это разумные цели для молодых людей в России? Я считаю, что это не просто хороший, это один из ключевых приоритетов. Я понимаю, на что вы намекаете, на какие-то возможные ограничения работы в интернете. У нас нет никаких ограничений, связанных с самовыражением человека, связанных с использованием современных технологий для собственного развития, либо для развития собственного бизнеса. Я на что хотел бы обратить внимание. Мы вот критику в наш адрес в связи с применением последних некоторых решений на законодательном уровне слышим прекрасно. И у нас есть уже наработанная практика применения этих законов. Что я имею в виду? Ограничения у нас введены. Введены. В чем они заключаются? В запрещении пропаганды педофилии, детской порнографии, пропаганды способов суицида. Ну, вы меня извините. Во-первых, таких ограничений полно в правовых системах всех других стран, касается это Европы и Соединенных Штатов. Более того, в некоторых случаях эти ограничения в этих странах гораздо более жесткие, чем в нашем законодательстве. У нас они гораздо более либеральные. Ну и потом, вы меня извините, конечно, что это за общество, которое не может защитить интересы своих собственных детей. Я считаю, что такое общество обречено на вымирание, как минимум. Но мы не должны по этому пути пойти, и не пойдем. Но это не значит, что мы собираемся вводить какие-то сущности ограничения по поводу обмена информацией или нечто такое, что не соответствует современным тенденциям развития. Мы это, безусловно, обеспечим. Вот сейчас мы принимаем решение, кстати говоря, правительство разрабатывает эти меры и будет финансировать, чтобы, скажем, скоростной интернет дошел прямо до самой последней деревни в отдаленных регионах Российской Федерации. То есть я хочу подчеркнуть, что наши реальные практические действия направлены на полноценное использование современной технологии. Если вы позволите, я хотел бы задать еще один вопрос в этой связи. Этому посвящен весь наш форум. Весь наш форум посвящен тому, как все страны справляются с проблемами, возникающими в современном мире. И на примере различных случаев мы наблюдали, что в некоторых сложных и проблемных ситуациях социальные сети просто закрывали. Я думаю, что в моем поколении средством коммуникации был в основном телефон, а сейчас этим средством общения стали социальные сети. То есть ни Facebook, ни Twitter, ни российские аналоги вы не собираетесь закрывать? Во-первых, мы ничего не собираемся закрывать. Во-вторых, мы не считаем себя вправе критиковать тех, кто это делает. В каждом случае ситуация имеет свой национальный аспект, который является уникальным, и не нам судить о том, что и как делает кто. Но мы подобные практики не планируем. Мы планируем развивать современные средства коммуникации, и надеюсь, что мы никогда не вернемся к тому, что основным средством коммуникации будет автомат Калашникова. Господин президент, тогда, может быть, я могу попросить вас поделиться с нами вашим видением того, как в данный момент происходит развитие связи в глобальном мире, каковы основные тенденции, с какими вызовами сейчас сталкивается весь мир в целом? Вы имеете в виду в отраслевом плане связи? Коммуникации. У нас есть министр связи, он сейчас вот придет и вам все расскажет профессионально, лучше, чем я. Чем больше начальник, тем меньше ему нужно знать. Вот, но если вы имеете в виду приравнивание некоторых блогеров к средствам массовой информации, вы на это мне намекаете? Прямо, без намеков. У нас народ простой, незамысловатый. Говорите прямо, что хотите спросить. Значит, то такая практика, она применяется в европейских странах. И в Великобритании, и в Федеративной Республике Германии, и в Соединенных Штатах Америки. И здесь нет ничего необычного. Просто это пробел в нашем законодательстве, который мы закрываем. И применение вот этих норм не противоречит мировым тенденциям. Здесь абсолютно все в рамках общих тенденций делается.
I should rephrase my question. It Наверное, я really wasn't. должен перефразировать свой вопрос. Этот вопрос уже не касался технологий. Я просто хотела сказать, что мы уже подходим к концу нашего сегодняшнего заседания, и, может быть, нам следует подвести итоги, которые мы могли бы использовать в качестве финального заявления. Потому что мы с вами сегодня многое обсудили. В своей речи, например, вы многое говорили о противоречиях между существовавшим ранее мировым порядком, который сейчас уже является устаревшим, между новым мировым порядком, между связями между странами экономики стран группы 20 и группы 8, которая сейчас стала группой 7. И я даже не знаю, будет ли Россия участвовать во следующем саммите группы 8, например. Может быть, мы могли бы поговорить в целом о существующем миропорядке в данный момент и о тех проблемах, с которыми страны сталкиваются. Вы ставите передо мной очень сложную задачу. Это тема отдельного форума и работы на круглых столах, на панелях, на дискуссиях. Но в целом я бы хотел выразить надежду на то, что несмотря на возникающие время от времени то там, то здесь какие-то острые проблемы, все-таки человечеству хватит здравого смысла и опыта предыдущих десятилетий, а может быть столетий, в том числе и таких трагических, вот здесь наш коллега из Китая упоминал, 75 лет окончания Второй мировой войны скоро приближается, и Первая мировая война, вот тоже мы юбилей отмечаем. Вот весь этот негативный накопленный опыт человечеством все-таки подтолкнет нас к тому, что самое лучшее решение всех спорных вопросов – это переговорный процесс с учетом интересов друг друга. So let me wrap up here. Тогда позвольте мне подытожить то, что мы сегодня говорили. Хотелось бы вновь выразить вам благодарность за то, что вы пригласили нас поучаствовать в вашем форуме в качестве гостей. И, может быть, вы хотели бы обратиться с каким-то обращением к представителям бизнес-сообщества? Что-нибудь хотели до них донести? Очень простое обращение и очень простой месседж. Думайте о своих выгодах и о возможных дивидендах работы в Российской Федерации. Не поддавайтесь давлению, шантажу, идите своим путем, и вы добьетесь успеха, а мы вам будем помогать. Ladies and gentlemen, the President of the Russian Federation. А позвольте, я хочу выразить благодарность нашему модератору. Я не знаю, чем вы занимаетесь так вот профессионально, но вы страшный человек, с одной стороны, а с другой стороны, вы очень талантливый человек, которому удалось создать, мне кажется, деловую и в то же время очень интересную атмосферу для дискуссии. Большое вам спасибо. Thank you. Thank you.